Assassin's Creed Mirage не про скрытные убийства врагов и ползания по стенам. На самом деле Mirage — это про поиск себя, про принятие своего прошлого, про встречу лицом к лицу со своими демонами, со своим скрытым «я». Может быть, поэтому игру назвали именно так? Вы, кстати, об этом никогда не задумывались? В этом видео я поделюсь своими искренними эмоциями после прохождения игры, которое заняло у меня 22 часа. Ну и, конечно же, мы порассуждаем по поводу названия. Я Эд, вам большое спасибо за активность и подписку. Я пропустил эту игру через себя и потратил много времени на это видео, поэтому надеюсь на вашу поддержку. Поехали! Поиск себя — извечная философская тема. И Mirage не лишен философских подтекстов. По крайней мере, я, как человек незнакомый с лором, понял историю Басима именно так. История, за которой интересно наблюдать. История, которая не оставила равнодушным даже меня, ничего не понимающего новичка. История, которая подталкивает меня продолжать это погружение. Кстати, в своем предыдущем ролике по Миражу я сказал, что хочу погрузиться в мифологическую часть серии, но ребята в комментариях порекомендовали мне все же погрузиться в историю Дезмонда и познать основы, так сказать. Всем ребятам из комментариев привет. И знаете, я думаю, что действительно погорячился. Посмотрев обзор на тот же Odyssey, что-то меня отпугнуло. Так что планы меняются. Но Вальгаллу пройду обязательно. По этой игре будет ролик на канале, не знаю, насколько скоро, но не пропустите. Скажите, с вами бывало такое, когда вы проходите игру до конца или досматриваете любимый сериал, то вам становится немного грустно? Накатывает такая печаль на душе на некоторое время. Вот Mirage оставил у меня те же самые ощущения, когда я увидел перед собой бегущие титры. Игра оставляет такое необычное послевкусие из-за вот этой таинственности в конце, неоднозначности с точки зрения отношения к Басиму. Надеюсь, что Вальгалла даст ответы на все вопросы и раскроет для меня этого персонажа. Итак, интересная история, печаль на душе в конце игры, это все понятно. Давайте теперь перейдем к более конкретным вещам и два слова про сюжет. Незримые, а именно так называлось братство ассасинов тогда, в 9 веке, это сообщество, которое борется за справедливость в Багдаде. Ведь власть по факту в руках узурпаторов, некого Ордена Древних. Это, кстати, предшественники тамплиеров. Они угнетают мирное население, контролируют весь город от базаров до тюрем, прибегают к коррупции, манипуляциям, насилию. Орден действует скрытно, внедряя своих членов в высшие эшелоны власти, в том числе и в структуры самого халифата, дабы использовать нестабильность во власти. Халифат — это реальное историческое исламское государство. Также игра открывает перед нами и главного героя Басима. Парнишку-карманника, который одержим мыслью стать одним из незримых, дабы вершить правосудие и спасти мирных граждан от тоталитарного режима. Для нашего героя это еще и вопрос поиска своего места в этом мире, поиска смысла жизни. Я очень постараюсь обойтись без спойлеров, как минимум для основного сюжета. Вероятно, этот ролик могут смотреть и те, кто не играл, но собираются это сделать. Поэтому по сюжету могу сказать лишь одно. Сперва история кажется достаточно банальной. Есть добро и зло, есть простой парнишка с улицы, который становится ассасином. Но здесь все намного сложнее и интереснее. Я сперва не до конца понял концовку, но разобрался. Я уже как-то упоминал, что я из тех людей, кто любит разбираться. Так что по сюжету высший балл. Мне безумно понравились эти качели. Ты растешь вместе с этим персонажем всю игру. От карманного воришки до ученика-ассасина, а затем по мере прохождения получаешь все более высокий ранг. А потом в конце ты узнаешь чуть больше подробностей. И вот очень неоднозначные чувства, но это цепляет, правда. А что еще цепляет в этой игре? Давайте отойдем от сюжета, пока я не проболтался. В игре царит потрясающая атмосфера. Это и визуальная составляющая. Видно, что разработчики вложили силу и душу. Я, правда, все 20 часов любовался каждым уголком, от городов до пустыни. Цветокором попали в точку, как по мне. Смотрится очень натуралистично. Костюмы просто нереальные, а точнее, очень даже реальные. Каждый элемент одежды, то, как все двигается, шевелится, класс. Здесь же затронем красивый живой мир. Просто невероятная зрелищность. Боже, я так сейчас кайфую от современных игр, потому что мы живем в эпоху, когда графика подбирается все ближе и ближе к реализму. Отсюда и костюмы, окружение, NPC выглядит потрясно. По поводу живости этого мира, естественно, речь о реакциях людей на тебя и на твои действия, как анимационно, так и репликами. Сами же NPC куда-то ходят, чем-то заняты, все это только большущий плюс. Также на атмосферу работают акценты в диалогах.
Я играл в английской озвучке, но хвала актерам дубляжа, они передали арабский акцент. Красавцы. Кстати, кто-то в комментариях написал, что лучше играть на арабском. Я нашел видео сравнения двух озвучек, давайте посмотрим. I doubt a street thief was very much better. ولن ينجح لص شوارع فيما فشل فيه. Then let me join you. You have two openings. دعيني أنضم إليك. لديك مكانان شاغران. Does where you stand not awaken fond memories? Not so long ago we were counting our spoils up here. ألا يذكرك مكان وقوفك بذكريات جميلة؟ منذ زمن ليس ببعيد كنا نعد غنائمنا في هذا المكان في وقت مشابه لهذا الوقت. Я скажу свое мнение. Мне больше нравятся голоса в английской озвучке. Именно голосово они попадают куда точнее в персонажей. Даже Рошан, которая звучит, как будто ей удалили гортань, мне в английском исполнении нравится все-таки больше, чем в арабском. Дальше. Звуковое сопровождение игры. Для меня музыкальная составляющая очень важна в играх. Музыка делает огромную работу по засасыванию тебя в мир игры. И сюда же, в этот же пункт, я добавлю поющего муэдзина, человек, который призывает к молитве, и его слышно на весь город. Это что-то. И, кстати, разработчики позаботились об интересной детали. Они в настройках игры добавили опцию выключать всю игровую музыку, когда начинает петь муэдзин. Время молитвы, так сказать, священное время. Также атмосфера базара, где можно услышать разговоры на разных языках, так как торговцы — это иностранцы и приезжают из разных стран. Кажется, я точно слышал китайский. Так же, как мне подсказывает интернет, можно услышать персидский и турецкий языки. Далее удобный fast travel. В целом это классика для франшизы. И, конечно же, следование по дороге к заданию верхом на скакуне — это тоже плюс. В игре есть задания, которые требуют от тебя пересечения больших расстояний, поэтому fast travel спасает. Хотя и так побегать по городу по кайфу. Что меня еще приятно удивило, это механика розыска и то, как ты можешь понизить уровень бдительности стражи. Это можно сделать через срыв плакатов. Ты их просто находишь на улице, срываешь. Делать это нужно, когда никто не видит, иначе люди будут кричать типа «Эй, стража, это он, пердольте его!» Либо ты можешь дать взяточку человечку, который за эти самые плакаты и отвечает. Кражи из карманов. Интересная механика, опять же, подчеркивающая прошлое главного героя. Да, обычный дворовой пацан. Но и раскрывающийся чуть сильнее дальше, когда это становится методом поиска артефактов у людей для дервиша, способом сбора таинственных осколков у членов Ордена, и кража ключей у охранников. Тут, конечно, все зависит от стиля игры. Это мы еще затронем дальше, когда поговорим о стелсе. Следующий пункт. Очень здорово преподносится сюжет через расследование. Все, что вы узнали, и весь прогресс по сюжету, все это можно найти на доске расследования. Все связи между личностями, зацепки, какие-то выводы из разговоров с NPC, найденные записки, которые обличают кого-то или дают какую-то важную информацию. Лично я такое люблю, ибо в таком формате куда проще разбираться в сюжете и запоминать его, так как по сути это наглядная иллюстрация сюжета. Далее, вытекающая из сюжета сами миссии. Я помню свои первые эмоции, когда проникал в тюрьму, дабы вызволить союзника клана ассасинов Али. Сперва ты подкупаешь торговца, чтобы пройти вместе с ним в периметр здания, а дальше по стелсу устраняешь противников всеми доступными тебе средствами. А в конце задания игра напоминает, что здесь порой и мечом махать надо, поэтому вот тебе пару открытых столкновений, дабы жизнь медом не казалась. Также запомнилась миссия уже из эндгейма, где мы наряжаемся в евнуха. Ай-яй-яй, что за прикидончик? Для чего, спросите вы, дабы проникнуть в гарем. Сразу лайк за то, что в игре есть вот такие вот перевоплощения. Но сама миссия интересна не этим, а развязкой. То, как одна из наложниц в обмен на ключи попросила нас украсть вещи у другой наложницы. А в конце оказывается, что все это был хитрый план по убийству и подставить тех, кто ей не нравится из гарема. Это было увлекательно, плюс были смешные реплики от Басима, в общем, мне понравилось. А так, понятное дело, что в основном многие задания будут концептуально похожи. Камон, вы за ассасина играете. Конечно же, вам постоянно нужно будет проникать на вражескую территорию, что-то исследовать, кого-то спасать и прочее. Это ремарка для тех, кто захочет что-то сказать про бесконечные аванпосты. Это же Ubisoft. Я эту претензию разделяю только в том случае, если дальнейшее прохождение игры спрятано за так называемым гриндволом. То есть игра заставляет тебя зачищать карту, аванпосты, дабы прокачаться и двигаться дальше. В Мираже я этого вообще не ощутил. Ты прокачиваешься органическим образом, и игра проходится спокойно, без какого-либо пылесосинга. Особенно если вы играете по стелсу. По поводу стелса.
Перед прохождением Миража я проходил проект от Obsidian Avowed. И там я отмечал, что стелс абсолютно бестолковый, потому что игра тебе просто не дает пройти ее по стелсу. Если не видели тот ролик, советую глянуть. Ну а Ассасин? Ну конечно же, но это даже не обсуждается. Игра дает тебе абсолютно все, чтобы ты ощутил себя ассасином. От снаряжения, дымовые бомбы моя любовь, до скрытых убийств из любого положения в целом. В прыжке, сзади, спереди. В эту игру хочется играть красиво. Хочется играть скрытно, хочется стать ассасином. Я как человек, который не умеет в стелс, тут я кайфанул. Ну, либо за годы гейминга я все-таки научился и познал бусидо, да только ассасинское. Сюда же припомню свои слова про карманные кражи у охранников. Это просто шик. Идеально, когда хочешь пройти миссию без убийств. Ну, или не просто хочешь, а перед тобой игра ставит такие условия. Например, при выполнении контракта. Дальше убийство боссов. Это всегда что-то крутое, разноплановое. Каждое убийство членов Ордена, можно сказать, прям отдельная история. Басиму выдают перо, дабы в качестве подтверждения убийства он принес кровь жертвы на нем. Ну и сама миссия, она всегда обернута во что-то интересное. Тот или иной член Ордена чем-то выделяется. Кто-то продает людей, бананы. Шучу, не бананы. Кто-то казнит повстанцев, а кто-то собирает подать, не давая спокойно заниматься торговлей на базаре. Перед началом миссии нам показывают короткий ролик, где Басим зачитывает будущей жертве все ее грехи. Зачитывает приговор, можно сказать, и что расплата уже близко. Это и нас, как игроков, мне кажется, настраивает на определенный лад, заряжает на справедливость. Мне кажется, что это зачетная фишка. Еще хочу поделиться с вами эмоциями от убийства одного из боссов. Это очевидно спойлер, поэтому смотрите тайм-коды. Начнем с постановки сцены. Жутко напряженный момент. Вот меня впускают в ее покой. Вокруг просто куча охраны. И вот она их отправляет за дверь, дабы мы смогли пообщаться наедине. Басим пытается выбрать подходящий момент, чтобы обнажить клинок. Мое сердце стучит. Я уже начинаю продумывать пути отступления. Пальцы готовы нажать на нужные кнопки, чтобы кинуть под себя дым и исчезнуть из виду. Ох, ребята, вот неплохо. Прям вот реально неплохо поставлены эти сцены. Возможно, Миражу далеко до каких-то кинематографичных историй, но у меня местами жим-жим происходил. Естественно, я не буду все показывать и рассказывать, но знайте, эта игра умеет пощекотать нервишки. Короче, игра безумно понравилась. Говорю это как человек, незнакомый с серией почти совсем. Мираж стала первой частью, которую я прошел. Эта игра стала одной из немногих, которую я прошел залпом и получил удовольствие. Обычно я чередую какие-то проекты, а тут мне не хотелось переключаться. Кстати, а как играете вы? Можете ли вы проходить одновременно несколько проектов? Или стараетесь не переключаться? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Вот лично я, например, сейчас играю параллельно в 5 или 6 проектов. Окей, а теперь я хотел бы с вами поделиться своими наблюдениями и мыслями по поводу того, почему игра называется именно так – Мираж. Попробуем провести анализ и построить параллели между названием игры и сюжетом. Что же означает Мираж? Можно ли это как-то привязать к персонажу и его поискам своего места? Есть ли в этом символизм или все намного проще? Что такое Мираж? Это оптическая иллюзия. Ты видишь что-то, что кажется настоящим. Воду, город, спасение. А подходишь ближе и все исчезает. Просто обман зрения. Красивый, убедительный, но обман. Это символ того, как нам что-то кажется важным, настоящим, почти достижимым, но в реальности это пустота. И именно в этом вся суть названия Assassin's Creed Mirage. Потому что здесь речь идет не только про пустыню и жару. Мираж в контексте игры — это иллюзия и обман, как внешне, так и внутренне. Недостижимость, стремление к тому, чего, возможно, нет. Это двойственность, то, что ты видишь, и то, что на самом деле. Это поиск истины, сквозь слой за слоем иллюзий. И вот главный мираж игры — сам Басим. Он вроде бы знает, кто он. Ассасин, герой, мститель, но чем глубже ты погружаешься, тем сильнее понимаешь. Он понятия не имеет, кем на самом деле является. Его история — это путь через иллюзии. Он думает, что контролирует свою жизнь, что все делает по своей воле, а потом выясняется, что у него внутри сидит нечто большее. Прямо как человек, который идет к миражу в пустыне. Он верит, что там ответ, но находит только еще один вопрос. Братство вроде бы за светлое будущее. Свобода воли,
справедливость, равенство звучит благородно. Но если смотреть на их действия, скрытность, убийства, заговоры, становится ясно, что их идеалы — это тоже мираж. Они стремятся к идеальному миру, но достигают ли? Или это вечный бег за горизонтом? И еще, сами ассасины как тени. Они скрывают свою сущность, свои методы, даже свою мораль. Видимость одного, а суть совсем другого. Опять двойственность, опять мираж. И вот тут вообще прям идеально все сходится. Багдад окружен пустынями, а пустыня — это родина миражей. Тут все дышит символизмом. Песок, жара, зыбкость горизонта. Внешне мощный, красивый живой город. Но чем дольше ты в нем находишься, тем больше понимаешь. За этой красотой интриги, жестокость, неравенство. Золотой век, но с изнанкой. Иллюзия великой цивилизации, внутри которой все не так уж идеально. Мираж — это не просто эффектное слово на обложке, это суть всей истории. Про поиск себя, про разоблачение иллюзий, про то, как ты думаешь, что понял мир, но на самом деле только начал копать. Басим проходит через миражи, как и игрок. И это делает сюжет не просто приключением, а настоящим личным путем. Ничего не является тем, чем кажется, и в этом магия этой игры. Я, безусловно, еще далек от полного познания всего лора, но, возможно, я не ошибусь, если назову «Мираж» одной из самых достойных игр франшизы. Я ее, по крайней мере, точно запомню. А также окрестить «Мираж» одним из самых точных и философских названий. Фух, ребята, на этом все. Большое вам спасибо за поддержку. Я Эд. История одного геймера только началась.